Представители знака зодиака Стрелец. Стрельцы, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз гороскоп неделя с 26 июня под 2 июля. Второй месяц лета уже практически на подходе. Давайте узнаем, каковы подсказки карт для вашего знака зодиака, как видят карты. Будем, конечно, реалистами. Любой прогноз не может служить основанием для принятия важных решений в нашей жизни, но я надеюсь, подсказки карты, ваша интуиция как раз либо какое-то решение подскажут, либо как-то вы найдете выход, может быть, из какой-то ситуации, или сможете, обдумывая, пока ведь смотрим мы видео, не секрет, что каждый из нас думает о чем-то своем. Так вот, пока мы смотрим видео, может быть, придет какое-то решение или какой-то инсайт. Почему нет? Мы зададим традиционные вопросы. Первый будет, что важно знать, как карты видят для стрельцов предстоящую неделю. Или что, может быть, будет наиболее актуальным. Чего не избежать будет вторая карта или возможные неожиданности. Узнаем, чему сейчас не время или что нам может помешать, а что нам будет помогать. И по основным сферам жизни мы узнаем дела, работа, бизнес, как будут. По энергиям посмотрим, будут складываться дела. По финансам и личная жизнь. Итак, что важно знать? Девятка пентаклей. Вообще по нумерологии 9, как будто вот на пороге перемен или что-то может меняться. И, ну, в первую очередь это, обратите внимание еще, кстати, на персонаж, который изображен на карте. Такой хладнокровно невозмутимый. Вот где-то от начала до конца нам в таких энергиях нужно быть. Это ведь важно знать. И самое главное, наверное, деньги есть, деньги будут, но мы их не тратим. Вот в двух словах буквально так. Но ничто не мешает нам, когда у нас сейчас все стабильно, но мы словно так вот взвешенно, рассудительны, потому что в событиях, которые нас окружают, или в обстановке могут происходить какие-то перемены, и они оказывать будут влияние на нас, и нам, возможно, тоже придется как-то с этим взаимодействовать. Но на данный момент времени как раз стабильное достаточно наше, может быть, положение или ситуация, и где-то на сохранение вот всего того, что мы достигли, всего того, что мы имеем, и в материальном, в первую очередь, плане тоже, как будто мы исключаем всяческую возможность риска, но наиболее ресурсно сильны именно в зарабатывании денег или, может быть, в нашем каком-то самовыражении. То есть, ну, каким-то образом же, за счет чего-то мы получаем деньги, правда? Вот где-то с этим подсмыслом то, что мы и сохраняем, и развиваем, приумножаем, ну и смотрим, что происходит вокруг. Чего не избежать? Прекрасно. Счастье, взаимопонимание, решение вопросов по вашей личной жизни, может быть. И даже если вы меня сейчас смотрите один или одна, значит, есть тенденции к тому, чтобы не быть одному или одной. Это в том случае, конечно, если вы этого хотите. А если вы этого не хотите, если вы не выходите навстречу судьбе, а просто ожидаете какого-то его величества случая, то тут нам не совсем про случай. Но энергетика, как будто этой недели, она как раз способствует как взаимопониманию, так установлению каких-то дружеских связей, решению вопросов по дому, кстати. Вы можете благоустраивать как-то свое жилище. Но здесь ведь десятка кубков – это не только про чувства, а это полнота счастья, когда у нас баланс идет по всем сферам. И значит, как минимум одно какое-то доброе событие все равно будет. Энергетика у этой недели достаточно позитивная, и значит, вы что-то для себя можете сделать хорошее. Или может быть, будет какая-то новость, которая вас обрадует. Но приятные, правда, обе карты. И нам как будто и говорят, что если неожиданности, то из разряда приятностей каких-то. Да и, в принципе, стабильное положение у нас самих. Давайте, чему сейчас не время. Нет ничего того, чему бы было сейчас не время. Посмотрите, две десятки. И если мы говорим 9
Начали мы с того, что это преддверие перемен. И дальше у нас две десятки выпадают, и 10 это максимальное число по колоде Таро. И это словно, знаете, действительно какой-то момент перехода, когда мы подводим итоги. Да, как и в финансовом плане нам как будто говорят, что у тебя сейчас все стабильно. Я понимаю, у каждого своя какая-то точка стабильности, не бывает для всех какой-то одинаковой, как и перспективы, так и, наверное, какой-то реальности. Она у каждого своя. Но нет турбулентности как будто по этим картам, по крайней мере, на эту неделю. Карты нам об этом не говорят, причем не одна карта, а целых 3 карты. Поэтому есть, безусловно, какая-то статика, но мы словно завершаем, мы должны сами, может быть, в чем-то подвести итог и что-то сохранить, мои дорогие. Или приумножить, развить, вот, в принципе, все то, что я говорила по девятке. Но последующие 2 десятки, как и кубков, так и пентаклей, нам говорят, что действительно какие-то будут перемены. И так надо быть к ним, ну, как минимум, морально готовыми. Поэтому, наверное, в этот период нужно сделать для себя самих, может быть, для своих близких, как можно больше чего-то хорошего. Вот тот самый фундамент, все 3 карты говорят об этом. Мы, как и закладываем, приумножаем. И это нам сослужит очень добрую службу на последующий период. Наверное, когда даже если будет штормить, то у нас как будто есть и люди надежные, так у нас есть и дом наш, так есть и какой-то финансовый достаток. То есть есть все то, на что мы можем опереться. Есть и то место, где можем прийти, передохнуть, восстановить силы. Вот здесь все важно, как и личная жизнь, так и буквально место нашего пребывания. Единственное, что можно рассматривать, да, если мы смотрим десятку пентаклей в значении «чему сейчас не время», ну, нет чего-то такого, чему не время, повторяюсь. Но, может быть, отчасти какой-то капитальный ремонт мы не заводим, да, или не начинаем, потому что нам карты говорят, что что-то будет меняться, как будто это не имеет смысла. Наслаждайся этой неделей. Все 3 карты, повторяюсь, вот только об этом. Что нам помогает? Любовь, мои дорогие. Ну, правда, личной жизни нужно уделить внимание. Это карта дипломатии, и в первую очередь это карта личных отношений для тех, у кого есть дружба сейчас. Есть возможность перевести эту дружбу на какой-то другой уровень. Может быть, задуматься, чтобы жить вместе, довериться друг другу. Если были какие-то разногласия, найти взаимопонимание. Как будто есть союз, который благословлен. Кадуцей, который изображен сверху, справа, он как раз об этом. И это не о том, что, знаете, какой-то сиюминутный порыв. Это не что-то такое страстно-мимолетное. Нет, это о доверии, об искренности, о надежности. Вот все то, что я говорила. Мои дорогие стрельцы, 4-я карта, вот по личной жизни. И правда, я понимаю, у каждого своя личная жизнь в какой-то своей канве, но уделить внимание своим любимым людям как будто определенно стоит. Или даже если есть какая-то дружба, повторяюсь, которая вот лично для вас в отношениях как-то человек дорог, и вы чувствуете, что он вас не обманывает, может быть, а, знаете, вот искренне относится, вот воспринимает вас таким, какой вы есть или какая есть. Не пытается перекроить как-то под свой лад, а вот именно чем-то душевном, душевном тепле каком-то нам говорит карта. И вот это надо сохранять и, может быть, порадовать ваш союз, да, либо человека, либо есть какая-то, может быть, новость, которая вас объединит. Вы словно можете разделить какую-то радость с человеком, который вам дорог, и он открывается как будто вам навстречу, и тоже вот друг друга поддерживаете, словно вы, как на этой карте, ведь люди нам изображенные, как словно понимают друг друга без слов. Они молчат, прикрыв глаза, и считывают ментально друг друга. Здорово, мечтать только можно. Ой, удивительно, ну вот такая неделя вам. Что выпадают карты? Дела, работа, бизнес. Вот то, что я говорила, даже если камни с неба, мои дорогие стрельцы, вот это тот оплот, который мы можем создать на этой неделе. Хотя, конечно, если даже состоится какая-то турбулентность, по карте башни может быть такое, что обстоятельства вокруг вас словно в какой-то лихорадке могут меняться.
или что-то такое, вот, понимаете, завертелось, закружилось, и обстоятельства совершенно другим образом как-то развиваются, меняя наши планы. Ну, даже если они ломают наши планы, мы как будто все равно найдем выход из какой-то сложной ситуации. Может быть такое. И здесь, ну, буквально могут пройти, конечно, те события, которые мы, безусловно, не сможем отменить, изменить. Нужно принять что-то как данность. Но я надеюсь, чаще эта карта, по крайней мере у меня, она проигрывается, как знаете, ведь башня – это тюрьма, прообраз. И вот как будто что-то меняется, к примеру, законы. Если прежде нам что-то не удавалось оформить, документ, потому что был какой-то закон, буквально мы не могли его перепрыгнуть никак. Есть закон, все, мы должны его уважать. А вот здесь, может быть, выходит какой-то подзаконный акт, и это возможно совершить. Или до этого у вас не получалось тоже решить какой-то вопрос, подписать или какой-то контракт, или ну все что угодно. Могут произойти события, например, да, какой-то человек, предположим, уволился в той организации, куда вы хотели устраиваться, и освободилась эта должность, и для вас это вот для кого-то как будто разрушение или, может быть, и крушение каких-то надежд. Может быть, смена обстоятельств, а вот для вас это удачный момент, чтобы что-то для вас решить или воспользоваться той ситуацией, которая даже может быть для кого-то патовая. И почему я говорю, хоть камни с неба, но для вас это какой-то шанс, какая-то возможность. Может быть, вы раньше предполагали или хотели о чем-то, мечтали, и тоже не получалось, были какие-то ограничения. По карте башня как раз ограничения падают, потому что в значении тюрьма. И основной, наверное, посыл – это карта свободы. Нам тоже двое изображены, словно они падают. Они свободны. Но вот эта невесомость – это то состояние, когда мы можем чувствовать, что «а я не знаю, что дальше», «а я не знаю, что дальше предпринять», «как решить». Или мы можем растеряться, потому что у нас открываются какие-то новые перспективы. Поэтому не теряйтесь. Может быть, как раз вот для каких-то превратностей или для того, чтобы, когда мы сталкиваемся с какими-то непреодолимыми обстоятельствами, у нас была вот эта самая подушка безопасности, как в виде дома, так и надежных людей. Вполне вероятно. Финансы, хотя нам сказали, карты, если мы смотрим как на финансы, нас просто приглашает карта, кстати, отчасти отдохнуть и привести мысли в порядок. Ну и если про финансы, которые будут, безусловно, потому что несколько карт про это, мы их не тратим. Дополняет карта четверка мечей как раз первую карту, не говоря уже о последующих двух, вот этих двух десятках, когда тоже предусматривается, что у нас сейчас стабильно. Но как будто не время для того, чтобы как что-то приобретать, во что-то вкладываться. Самые необходимые как будто потребности мы можем удовлетворить. По этой карте мы не настаиваем на чем-то. По этой карте буквально складываем оружие. Мы не пытаемся что-то тут переделать или как-то кроить что-то. Вот тот вот, наверное, финансовый пирог. Если меня смотрят люди семейные, правда, карта статики сама по себе. И нам даже может показаться, что какой-то вопрос, может быть, даже и застрянет, кстати, по финансам. Несмотря на то, что как бы деньги есть. И нам более того говорят, что они и будут. Но, видимо, перед тем, как что-то планировать по финансам на далекую перспективу, нужно проанализировать, причем, может быть, и посчитать конкретно, потому что карта – это мечи, это воздух, это интеллект. Что-то есть смысл обдумать перед тем, как действовать по финансам определенно. И никуда не торопимся. Хотя могут быть еще какие-то паузы. И значит, даже если где-то какие-то деньги у нас задержались, может быть, не сразу получили, это словно вас, может быть, где-то останавливают от финансовых трат. Потому что в последующем, я так могу предположить по верхнему ряду, что вы себе скажете спасибо, что какая-то сумма не ушла, как будто бы, понимаете? Ну, есть, значит, в этом резон. Как будто деньги могут понадобиться на что-то другое. И в личной жизни, ну, что добавить? Тут про личную жизнь, собственно, нам уже все рассказали. Но, видимо, для вас, мои дорогие стрельцы,
заключительным аккордом должна была выпасть именно эта карта Солнца. Это карта счастья, это карта удачи, это карта, опять же, полного баланса. Это карта нашего эго, когда мы за себя рады. Но и не только, мои дорогие стрельцы, это карта выбора правильного направления. И поэтому, с учетом всех карт, как будто будут перемены. Нам две серьезные карты выпадают. 9 пентаклей менее серьезная. И я не повторяю значение. Но вот к ней присоединилась башня, и правда, какие-то обстоятельства будут меняться. И от нашей сильной позиции наше качество жизни зависит. И здесь как будто нужно видеть перспективу. Пусть это выпало на личную жизнь. И нам все сказали уже. Но, видимо, для вас будет очень важно видеть вашу перспективу, не жить одним днем. Построить себе, может быть, какую-то цель, намерение создать и потом придерживаться этого. И даже если вокруг есть какая-то неопределенность или что-то будет меняться, может быть, внезапно, мы идем к своей цели, мы будем только корректировать планы. Как коней на переправе не меняют, так и мы должны вот что-то такое для нас важное наметить и где-то не отступать. Вот основной какой-то фарватер мы себе избрали и по нему движемся, и тогда у нас получится вот это счастье не на какой-то момент, а на длительный период времени. Удивительная неделя, мои дорогие стрельцы. Перекладывайте на себя и будьте счастливы и любимы всегда.